Привет! Недавно я делал видео, где обозревал сюжет и лор в Backgrounds Redacted, и когда был пункт про теории, то вскользь упомянул про Overhead Update. Я очень мало про него рассказал. Это потому что сценарий писался в момент первого тизера, а когда озвучивал, то был второй тизер, и я уже мог исправить этот момент. А когда монтировал, то вышли другие тизеры, поэтому ничего не упомянул, а просто вставил их под мои слова. Как по мне, это несправедливо. Именно поэтому сегодня разберем каждый на данный момент тизер. Перед тем, как начать, хочу говорить одну важную вещь. Все, что я скажу в этом видео, не имеет 100% гарантии на достоверность, а особенно, когда я буду обращаться к Википедии по вселенной Backgrounds. Разработчики обычно переписывают 90% уровней, поэтому я и проговариваю это. Также в этом видео могут содержаться спойлеры, ведь 10% никто не отменял. Теперь можно начать. В первом тизере можно разглядеть уровень восклицательный знак. Можно заметить, что он станет сложнее. Спасибо, капитан очевидности, как будто бы не было понятно. Можно видеть новые препятствия. Это будет значительно разнообразнее, чем падающие столы. Уровень станет более мрачным. Скорее всего, будет немного похож на старую версию. Там он тоже был мрачным. Интересно, оставит ли шкаф для выживания? Просто дело в том, что если и изменят, то придется менять диалог с Хелли, где она советует спрятаться в шкафу и пойти назад. Поэтому предположить не могу. Возможно, изменят концовку, ты щитерил, ну и хотя бы сделают ремастер. Просто одно дело оставить хорошую концовку и обновить плохую, а другое дело изменить концовку на уровне, который поменяется. Но также они не обязаны менять его, а только вход на эту концовку. Второй тизер — это отель Чейз. И что интересно, так это две вещи. Первое — это номера комнат. В игре такого нет, но такое добавлено не просто так, чтобы соответствовать стилю отеля. В Википедии написано, что иногда одна из дверей открывается. В нее можно зайти и попасть на другой уровень, либо в ловушку, где странника ослепляют, а потом его догоняет орда монстров. Такая комната-ловушка обычно ведет в другой коридор, а не в отдельную комнату, где с противоположной стороны приближается другая орда, что приводит к ужасному исходу. Вторая вещь, так это другой монстр. Сейчас в игре гончая, а в тизере новая сущность, а именно многорукий. Это существо не появлялось раньше в игре, но было упоминание в папках или документах в компьютере на уровне конец. Если что, так написано в вики по игре. И жалко, что нет скрина в качестве доказательства. Просто я не нашел такой компьютер. Хотя нет, нашел, но меня назвали идиотом. Возможно, он в чем-то прав. И все, а на уровне компьютера вообще такого нет. Возможно, раньше такое было, но доказать это я не могу. Я не нашел футаж старого уровня конец, где используется какой-либо компьютер, поэтому не знаю, как к этой информации относиться. Но учитывая то, что иногда используется ИИ, да, я помню про синдикат, который удалили, то могли эту информацию придумать, но я могу быть неправ. Кстати, возможно, это отсылка на Escape the Backgrounds. Там тоже многорукие охотились на нас на таком же уровне, но это может быть совпадение. Мне интересно еще кое-что, как переработают уровень отель Чейз. Смотрите, по канону закулисья, Который, наверное, каждый крутит этот самый канон по-своему, и это нормально. в нем показано, что отель Чейз это не просто бег как на уровне восклицательный знак, только сложнее, и с комнатами для отдыха, а бег с целой системой коридоров. То есть у тебя нет одного пути, как сделано на данный момент в игре, и как сделано в Escape the Backgrounds, где ты бежишь по сути по одной дорожке. Я просто хочу сказать, что на уровне отель Чейз вы можете идти куда захотите, ну точнее бежать куда захотите. Самый приближенный к Вики это в игре The Backgrounds. Там тоже бег, но это лабиринт, а не дорожка. Но в целом это не столь уж важно. Бегать мы все любим, значит и такой нам понравится. Кстати, в Вики сказано, что если сделать ноуклип через дверь в синих комнатах, то можно попасть в интересный уровень, а именно негативный восклицательный знак. Он есть в тизерах, и сейчас наступает очередь говорить не про реворк уровней, а про новые уровни. Уровень негативный восклицательный знак представляет собой синий коридор, длиной примерно 20 километров. Скажем так, представьте уровень восклицательный знак, только не с красным коридором, а с синим, но бежать здесь не надо. Двери тут закрыты, но некоторые могут быть открыты, они ведут в палаты. Эти помещения обычно пусты, всего лишь одна больничная койка, без медицинских принадлежностей, но иногда можно найти мебель, такую как стулья, шкафы, столы и другие предметы, которые обычно встречаются в больничных палатах. В шкафах иногда можно найти аптечки, которые обладают аномальными свойствами. Странники хотят ими воспользоваться, даже когда им они не нужны. Правда, есть маленькая проблема. Никто не возвращался после их использования. Не знаю, может скальпелем неправильно пользуются, или бинт расщеплять на атомы. Но если вы думаете, что тут ничего полезного нет, то не спешите с выводами. Иногда можно найти миндальную воду, естественно, как же без нее. Жидкую боль, то что ее не надо пить, я думаю, всем это понятно. Вода с кешью, огненная соль, королевские пайки, перочинные ножи. На этом уровне обитают взрослые безликие. Туман на этом уровне вызывает у этих существ странный эффект. Эффект
негативный восклицательный знак, заставляющий вести себя как врачи и медсестры. Под действием этого эффекта они безвредны, будут стараться помочь, приносить еду и все такое. Но убегайте, когда принесут аптечки. Вы же помните, что они опасны? А также они становятся враждебными во время события Blackout. Про это событие поговорим чуть позже. Здесь не работают средства связи, такие как Wi-Fi, радио и телефонные звонки. А если попытаться воспользоваться, например, телефоном, то можно будет услышать шепот и странные звуки. Иногда могут отваливаться части потолка, поэтому лучше быть осторожными. Теперь переходим к событию Blackout. Иногда на этом уровне свет может погаснуть, примерно на час, оставив все в полной темноте. Туман исчезнет, следовательно и эффект негативный восклицательный знак пропадет у безликих. Но не все так плохо. Есть некоторые области, которые будут освещены слабым серым светом. Если странник находится в незапертой больничной палате и происходит это событие, дверь комнаты закроется и заблокируется, заперев бродягу внутри. То же самое будет, если зайти в незапертую комнату. Просто дверь запрется сразу, как только войдешь. Неизвестно, что происходит со странниками, ведь они не возвращаются. Все сущности на этом уровне, а это кожекрады, гончие, но обычные сущности для закулисья, обладают ослепляющим эффектом при включенном освещении. Не, они до сих пор опасны, но они как кроты, вслепую будут пытаться поймать людей, но когда свет выключается, сущности будут избегать того самого тусклого света. Кстати, свет от фонарика тоже работает, так что делаем все как в Resident Evil 4 Remake, когда играли за Эшли, и наше выживание будет в кармане. Чтобы избежать этого уровня, мы должны дойти до конца. Правда, я думаю, что в игре не будет длина коридора 20 километров, да и, наверное, свет будет выключаться не через час, а хотя бы через 3 минуты. Теперь переходим к другому тизеру. Уровень 940. Потерянные и забытые. Этот уровень, по-видимому, сформирован на основе детских воспоминаний о том, каково это потеряться. Он отличается выраженной неевклидовой геометрией, что создает серьезные трудности при навигации. Исследовать парковку за пределами гаража не рекомендуется, ведь на уровне обитают неизвестные сущности. Безопасность на этом уровне зависит от соблюдения инструкции. Начинается все в гараже, расположенном посреди бесконечной парковки. Стены гаража выполнены из необработанного дерева, крыша из листового металла, а пол из грубого бетона. Парковка снаружи представляет собой однообразную плоскую равнину с одинаковыми фонарными столбами, расставленными через равные промежутки. Это место крайне опасно, исследовать его не рекомендуется. Неизвестно, есть ли на уровне Солнца, так как его необычная геометрия скрывает большую часть неба. Тут должна была быть озвучка записи людей, побывавших на этом уровне, но там слишком много, поэтому вкратце. Группа людей попала на этот уровень через 22 уровень. Появились они в гараже и решают этот уровень поисследовать. Один из них обходит фонарный столб и исчезает. Он кричит, на него кто-то нападает. Остальная команда двинулась его искать. Они не видят раненого, но видят кровь. Следуют его за кровавым следом и находят его. Он мертв. Идут обратно. Люди понимают, что это пространство неровное, будто изгибается. На одного из них нападает сущность. Добегают до гаража. После победы над ним оставшаяся команда пытается найти выход из этого уровня. Они понимают, что гараж какой-то странный. И так оно и оказывается. Это не гараж, а коридор. Просто человек не способен видеть на 360 градусов. Поэтому и кажется, что это комната. Они начинают идти вокруг гаража, точнее коридора. Находя дверь, заходят, возвращаются на уровень 22. Возможно, чутка не точно рассказал, но суть события осталась. На этой же странице есть описание всего вот этого прикола. На этом уровне представлено бесконечное количество одномерных конических сингулярностей с бесконечной отрицательной кривизной. Пространство принимает форму трансляционного пространства, хотя применение этого термина сомнительно, учитывая, что бесконечная кривизна препятствует наблюдению галаномии, поскольку трансляция вокруг одной из сингулярностей никогда не может быть завершена из-за того, что кривизна вокруг этой точки равна отрицательной бесконечности. Каждая сингулярность граничит с бесконечным числом соседних сингулярностей и имеет ровную одну общую границу с каждой из них. Пространственное многообразие не может быть ориентировано в каком-либо конечномерном пространстве, поскольку каждую сингулярность можно уподобить уникальному измерению, вдоль которого можно перемещаться. Если вы ничего не поняли, как и я, когда читал в первый раз, то смотрите, знаете такие вещи, как оптические иллюзии. Вот представьте, что весь уровень из них состоит. Честно не знаю, где границы каждого, но походу каждый фонарный столб является входом в другую оптическую иллюзию, поэтому люди из записи не видели гаража или своего члена команды. Но походу в гараже слишком много оптических иллюзий, раз получилось так, что коридор стал выглядеть гаражом, а сам по себе уровень выглядит неровным. Скажем, если бы не было этих иллюзий, то мы бы поднимались, а потом спускались, как на холмах. И это пустое пространство, где мы много телепортируемся, согласно рисунку. Вообще по этой картинке оптические иллюзии, судя по всему, разделены 4 фонарными столбами, создавая такие квадраты. Не исключено, что я неправильно понял. У каждого из нас свое восприятие, но одно понятно, что с этим местом лучше быть поосторожнее.
осторожнее. Есть советы по этому уровню. Если вы хотите выйти на парковку, то не делайте поворотов и постоянно держите гараж в поле зрения. Если гараж исчезнет из поля зрения, немедленно вернитесь назад, пока он снова не появится. Wi-Fi исходит из гаража и распространяется по прямым линиям, поэтому разрыв прямой видимости гаража приведет к немедленному прекращению связи, а также к потере из виду единственного ориентира на уровне. Следите за всеми поворотами, которые вы могли совершить необдуманно, и количеством пройденных фонарных столбов. После каждого из них не забудьте вернуться точно по тому же маршруту и ни в коем случае не пытайтесь сократить путь при возвращении. Как по мне, нормальный уровень с хорошей механикой. Мне интересно, как реализуют это в игре. Следующий уровень не менее интересный. 73 уровень. Красные земли. Этот уровень представляет собой остров среднего размера. Океан, окружающий остров, остается неизведанным, и вход в него невероятно опасен из-за присутствия неопознанных водных существ. На данный момент никаких других массивов суши не обнаружено. Эта местность находится почти в вечном состоянии тьмы. Нет дневного или ночного цикла. Вместо этого полная луна всегда освещает черную красную землю. Но иногда могут появиться густые черные облака, погружающие весь уровень во тьму. Тут не рекомендуется использовать искусственный источник света. Причины нам не объясняют, но нам говорят, что мы не хотим увидеть это, пока не дойдем до дверей Серебряного замка. Этот уровень небезопасный. Вы буквально будете сразу в опасности, как только сюда попадете. На вас нападет целая орда монстров, поэтому как только вы случайно зайдете на этот уровень, бегите сразу в замок. Он расположен на самой верхней части острова и виден с любой точки острова. Но есть и хорошая концовка. Двери могут успеть открыть, и вы будете в безопасности. Настоящий герой слов — это не тот, кто в сияющих доспехах в некрасивой позе. Герой тот, кто делает то, что нужно сделать. Замок очень прочный, никакая сущность не может проникнуть в это здание. Серебряный замок был назван в честь вывешенных на стенах знамен, изображающих серебряное сердце с бараньими рогами на черном поле. Недавно было обнаружено, что в Серебряном замке присутствует слабый сигнал Wi-Fi, поэтому, хотя никто так и не вышел с этого уровня, эта статья была написана прямо здесь. Внутренняя часть замка имеет главный зал, столовая и 6 спален для гостей с 2 большими кроватями в каждой, а также есть главная спальня, занятая Кораном. Сам замок имеет 3 этажа и мансарды, которые выходят на балкон наверху замка. Коран объявил чердак закрытым. Ну и понятно почему. Там, наверное, много существ. Внутри столовой есть большой камин, который обеспечивает тепло остальной части замка. Топливом используется мясо существ, такие как гончие. Если вы спросите, как тут выживать, то ответ очень простой. У них бесконечный запас питьевой воды и еды на каждого человека. Все это, скажем так, появляется на серебряных подносах, на большом столе из красного дерева, через равные промежутки времени. Еще я не упомянул 2 ванны, где находятся большие бесконечно наполняемые бочки. В них находится теплая вода. Да я вам скажу, жизнь не сахар, но в ситуации, когда вы попадаете в какой-то кошмар, проживание в этом замке может стать для вас раем. Теперь давайте поговорим про единственную добрую сущность на этом уровне. Коран. Его поведение уникально тем, что он действует чрезвычайно агрессивно по отношению к другим сущностям, но никогда по отношению к людям. Он проживает в Серебряном замке вместе со всеми выжившими людьми, которых он называет своими детьми. Эта сущность внимательна к человеческим потребностям. Он следит, чтобы все его дети получали надлежащее питание и заботятся о них, но при этом он чаще всего проводит время за пределами замка, убивая орды существ, которые постоянно нападают на него. Коран, безусловно, самая сильная сущность на этом уровне. Он выглядит как мужчина средних лет, мускулистый, ростом 7 футов 9 дюймов. У него черные волосы, зачесанные назад, с 2 роговидными выступами, выходящими из верхней части черепа. Там, где были бы нормальные человеческие руки, у него есть гигантские золотые звенья цепи, которые соединяют его плечи с кистями, которые представляют собой огромные черные рукавицы с шипами. Коран имеет 3 сердца, которые полностью регенерируют почти все травмы, если хотя бы одна остается работоспособной.
способным. 2 из его сердца расположены внутри его рукавиц, а 3 осталось немного открытым на груди, за черным экзоскелетом, который показывает большую часть его тела. Но есть одна особенность в регенеративной способности. Коран имеет массивный шрам на лице от травмы, в результате которой он потерял глаза. А эту травму он получил, когда сражался с другой уникальной сущностью – Великая Гончая. Он носит с собой 2 выколотых глаза на ожерелье на шее, как акт неповиновения, по его словам. Его миссия на уровне 73 – очистить этот мир от скверны, которым можно вредить его детям. Он думает, что если всех перебить, то уровень станет безопасным. Интересно, а Киото отправляет делать очистку этого уровня? Или слишком опасно? А если невозможно очистить, то Коран попытается найти выход из уровня. Теперь давайте поговорим о детях. Почему они себя так называют, объяснено вот здесь. Любой, кто выживает, появившись на уровне 73 и успешно добравшись до Серебряного замка, считается частью детей Корана. На данный момент нас ровно 37. Здесь нет никого, кроме нас. В Вики есть официальная стенограмма аудиолога от Биг. Хорошо, Коран, мы готовы к работе. Итак, что мне делать? Я просто говорю? Да-да, просто поговорите, и это передаст то, что вы говорите, нашим друзьям на базе. Они хотят услышать, куда мы пропали. Ох. Ма, наверное, очень беспокоится обо мне. Привет, ма! Скажите им, что им не о чем беспокоиться. Ой, ну... Привет, меня зовут Коран, и я записываю это прямо сейчас. Чтобы сказать вам, что все люди, которых вы потеряли из-за мрака, люди, которые исчезли в последних 3 экспедициях, они не мертвы. Они здесь, со мной. А, еще не поправился. Не торопитесь. Я держу их здесь, в этом замке. Это место полностью кишит монстрами, которые хотят убить ваших людей. Но они здесь в безопасности. Они отправят вам документ с описанием этого места. Извините, если у меня не так много информации, но я не хочу, чтобы они смотрели ни на что, кроме этого замка. Вещи здесь никому не видны. Надеюсь, ты понимаешь. Собираются ли они что-нибудь сказать в ответ? Вместо этого они отправят нам сообщение позже. Надеюсь. Пожалуйста, отнесите экспедиции во мрак. Не пытайтесь послать больше людей, чтобы спасти нас, потому что они не смогут выбраться. Они просто окажутся в ловушке с остальными из нас. Я был здесь долгое время, ища выход, еще до того, как кто-нибудь из вас пришел. Должен быть выход, но мы сами его найдем. Это все, что ты хотел сказать? Нет, я все сказал. Хорошо, сейчас остановлю запись. Теперь я вам расскажу, как не попасть на этот уровень. Если вы останетесь с мраком на уровне 9.1 слишком долго, то попадете на этот уровень. Другие прибыли неизвестным образом с уровня 14 и уровня 6. Выхода еще не нашли, но вы же не забыли, что в игре главный персонаж Майк обладает удачей Дрейка. Я помню про уровень сломанный. Скорее всего, он найдет выход, хотя этот уровень может просто иметь концовку, а не продолжение истории. Но об этом чуть позже. После того, как мы обсудили тизеры, теперь хочу погадать, что может быть в обновлении. Я узнал, что будет 15 переработанных или новых уровней. Вдохновение у создателей появилось. Вот и решили так много. Просто под первым тизером писали, что обновление будет не таким масштабным, как негативное, но походу планы поменялись. Это круто? Серьезно? Хочется увидеть, что сделают. Я решил посмотреть, сколько всего красных уровней есть в игре. Так, уровни беги, если хочешь жить, отель Чейз, где желтый сменяется красным, алый лес. Только 4. Скорее всего, их обновят. Я тут сказать ничего не могу. Алый лес могут увеличить в размерах. Вот этот уровень могут сделать сложнее. Так, добавляем 3 уровня из тизеров. Получается 7. То есть про 8 уровней ничего не известно, но могу предположить, что красное обновление может быть связано не только с красными уровнями. Я посмотрел трейлер красного обновления, который был выпущен 3 года назад. Там были показаны не только красные уровни, но и подуровни, и путь к сломанной концовке. Поэтому я предполагаю, что обновят уровни Whiteout, Blackout, 0.5, ошибка и сломанный. Так, вышло 12, осталось 3 уровня. Если обновить эти уровни лишь потому, что они содержат один красный уровень, то почему не могут обновить уровень Земля обетованная, дать нам возможность походить и 1000 Терил, показать, как Майк выжил, а он точно выжил, мы это знаем, Хейли не даст соврать. Так, интересно одно, даже после таких рассуждений получилось 14 уровней, а остался только 1. Давайте подумаем, можно найти скрины уровня 666 и под уровень 666.1. Они могут обновить уровень и добавить его под уровень, но так получается 16, а в тексте сказано 15 уровней и точка. Нет, конечно, не могут добавить больше, чем 15, плюс все мои предположения могут быть ложными. Например, с чего вдруг им надо обновлять уровень Whiteout или Blackout. Разработчики могут обновить только концовку сломанной, а уровни нет.
нет, но при таком мышлении выходит, что добавить другие новые красные уровни. И я могу сказать хотя бы два. Первый, уровень минус 250 или минус 52 по английской версии. Или поменяли нумерацию уровня по неизвестной причине. Это, скажем так, красная местность. Там можно найти дороги, лес, город, реку с жидкой болью. Но интересно не это, а то, что на этом уровне присутствуют уникальные сущности, хищные пилоны, огромные опасные существа. Если увидите их, убегайте или прячьтесь. Они не должны вас видеть, иначе смерть. Просто убежать от них, если вас увидели, очень сложно. Но я подробно про этот уровень говорить не буду, ведь его нет в тизерах. Иначе про него сейчас расскажу, а это будет бессмысленно. Второй уровень, минус отель Чейз. Но если добавить негативный восклицательный знак, то почему не добавить негативный отель Чейз? Ладно, теперь хочу обсудить еще кое-что. Может ли это обновление продолжать историю Майка? Проблема здесь в том, что обычно сюжет подается линейно. Я говорю про тот, который показывают в крупных обновлениях, а не в отдельных уровнях. Но эти уровни, просто не могу вообразить, как они могут быть линейными. Ладно, там минус негативный восклицательный знак, но уровень 940 и 73 у меня есть мысль. Помните, я говорил, что в отеле Чейз некоторые двери ведут на случайные уровни? Так вот, почему они не могут вести на эти два уровня? Но как писать уровень негативный восклицательный знак? А что если будет нелинейно? Может быть такое, что когда Майк принесет куб реальности своему супервизору, то есть Одри, она или куб покажет кое-что, и это что-то будем искать на красных уровнях. Скажем так, на уровне 940 есть часть снаряжения, на 73 тоже. Собираем их все и получаем что-то. Или другой вариант, а если мы будем искать Рейнера, то есть будем смотреть все предположения, так и посетим все эти уровни. Ну а может быть такое, что это обновление принесет много нового, но развития сюжета не будет. Скажем так, обновят концовки и добавят новые. Например, на уровне 73 добавят концовку под названием Дитё Корана, где Майк останется жить на этом уровне, пока не найдет выход. Я предлагаю на этом закончить, а то можете предположить, что сейчас Майк воспользуется красным кубом и случайно создаст новые красные уровни, как Момо создала шуточные уровни. Но одно мы точно знаем, Overred принесет больше лора, уровней и хоррора.